Вы ведь слышали про паучих, которые съедают несчастных самцов во время спаривания, как, например, знаменитая черная вдова. Так вот, на самом деле черная вдова не так уж и часто убивает своих партнеров, как об этом говорят. Более половины самцов успевают убежать после спаривания. А вот кто по праву заслуживает звания жены-убийцы, так это самка красноспинного паука. Дело в том, что с самцами этого вида эволюция сыграла очень злую шутку, так как единственный способ спариться с самкой – это положить себя ей в рот. Просто чтобы всунуть в нее свой половой орган, пауку так приходится извернуться, что он оказывается прямо в пасти своей ненаглядной. А это у нас очень хитрый паук бродячий. Его тоже во время спаривания может сожрать самка, но паук бродячий довольно смышленый. Он додумался приходить на свидание с подарком – добычей, завернутой в шелк. Пока самка кушает это угощение, он быстренько с ней спаривается и удирает. Посмотрите на эту картину. Это деревья в Пакистане во время наводнения. Обычно пауки враждуют друг с другом, но во время стихии их поведение меняется, и они объединяются для выживания. Познакомьтесь, пустынный паук Сикариус обладает одним из самых опасных ядов в мире. Все бы ничего, но люди просто не замечают этого паука, когда гуляют по пустыне. Сикариус является гением засады. Он зарывает себя в песок и ждет добычу. Этот паук может целый год ничего не есть и не пить. Если он вас укусит в руку или ногу, то в лучшем случае вы лишитесь конечности, а в худшем умрете. Ну а противоядия просто не существует. Далее у нас идет золотой катящийся паук, который очень похож на Сикариуса и точно так же умеет закапываться в песок, но делает это в основном для того, чтобы спрятаться вот от этой осы-наездницы. Оса хочет парализовать паука, чтобы отложить в него яйцо, из которого вылупится личинка наездницы и сожрет паучка изнутри. Естественно, паука такой расклад не устраивает, и он старается как можно глубже зарыться в песок, но оса способна его достать с полуметровой глубины. Когда паук становится обнаруженным, он прибегает к невероятному трюку. Паучок превращается в колесо и начинает катиться вниз по песчаной дюне со скоростью 40 оборотов в секунду. Тут уж никакая оса не догонит. Существуют такие растения, как непентасы и сарацении, которые растут на очень бедной почве, а потому они начали поедать насекомых. Эти растения выделяют сладкий нектар, который приманивает различных членистоногих. Несчастные жертвы не удерживаются на скользком листе непентаса и соскальзывают прямо внутрь листа, где их начинает переваривать пищеварительный сок растения. Так вот, существует так называемый красный паук-краб, который додумался воровать у этих растений добычу. Он караулит возле кувшинчика всю свою жизнь. Когда, например, муравей падает внутрь, паук ждет, пока он утонет, так как живой муравей очень опасен. Затем паучок спускается вниз и вылавливает его. Красный паук-краб далеко не единственный, кто использует растения в своих коварных планах. Например, вот этот австралийский паук тоже этим и живет. Он словно хамелеон сливается с цветом цветка растения. Паучок ждет, когда прилетят опылители. Пчелы садятся на цветок, пытаясь получить нектар, и совершенно не видят паука, а вот он их видит прекрасно. Вы когда-нибудь слышали про кварцевого паука? Он тщательно выбирает кусочки кварца, которыми обставляет вход в свою нору, а затем соединяет паутинки с каждым камнем. Ловушка готова. Муравей не догадывается, что зашел на минное поле. Одно касание кварца, и он обречен. Дело в том, что молекулярная структура кварца позволяет пауку улавливать малейшие колебания. Далее у нас идет, наверное, самый невероятный паук в природе. Это скакун. Видов пауков-скакунов существует огромное множество, и они по праву считаются самыми умными пауками в мире. Их любимым лакомством являются другие пауки. О том, как они их дурят, можно рассказывать бесконечно. Например, когда скакун понимает, что жертва его заметила, он разворачивается и демонстративно уходит, после чего обходит свою цель с фланга и нападает. А еще существуют такие пауки-скакуны, которые любят поедать пауков гораздо крупнее себя. Они могут так трясти чужую паутину, что это убаюкивает ее огромного хозяина. Жертва становится сонной, скакун обходит ее со стороны удобной для прыжка и при этом трясет своими лапками, притворяясь веточкой, которая колышется на ветру. А так как у всех пауков, кроме скакуна, плохое зрение, они вправду думают, что это веточка. Скакун готовится к прыжку и...